Благословенный Ефрем представляет. Фильм первый. Биография владыки Зосимы. Часть вторая. Крестный путь. Продолжу рассказ о нем. Много клеветы и вранья распространяют сейчас специально, чтобы отвернуть от него людей. Но хочется верить, что, наткнувшись на эту клевету в интернете после всего услышанного, вы не поверите ей. Но о помощи Божией через него можно говорить часами. Приведу хотя бы несколько случаев, чтобы вы получше узнали о нем. Несколько лет назад у одной женщины начались роды дома. Акушерка опаздывала, и ребенок шел попой. Муж Надежды, так зовут эту женщину, позвонил владыке и попросил молитв. Он помолился, и Господь возвестил, что все будет хорошо. Перезвонив ее мужу, успокоил, передав слова Господа. И буквально через 15 минут раздался звонок со словами благодарности, и ее муж рассказал, что после звонка от него ребенок каким-то чудом перевернулся, и она благополучно родила. Вот еще один случай. Как-то раз приехала моя троюродная сестра с мужем и привезли какой-то странный крест. Владыка был занят, и поэтому не сразу его увидел, и тем более не услышал рассказ о нем. Дело в том, что кому попадал этот крест из нашего рода, то есть в чьи руки, человек умирал через какое-то время. И дошел этот крест до моей сестры после смерти ее мамы. Она, конечно же, испугалась и привезла его владыке, не зная, что с ним делать. Ну а я из любопытства взяла его посмотреть. И мне как-то сразу не по себе стало и очень неприятно. Тут же промелькнула мысль. Ну поцелуй, это же крест. Ишь нахалка какая неприятная ей. Поддавшись этому помыслу, поцеловала. Но через какое-то время заходит наш владыка, и только он взглянул на него и сразу произнес: «Да это же не лик Господа, это морда зверя бесовского». Меня как стрелой пронзило. Но промолчала, не сказала, что поцеловала. Побоялась, что ругать будет. Проводив сестру с мужем, возвращаясь домой, вдруг услышала, шаги за мной идут. Остановилась, и шаги остановились. Снова пошла, и шаги пошли. Как же я тогда испугалась, и только тогда поняла, что натворила. Ведь почувствовала отвращение к этому кресту, а поддалась помыслу, и тем самым позвала нечисть преследовать уже меня. Но через несколько дней произошло следующее. В духовном видении владыка увидел огромную ведьму. Она стояла на коленях возле моей комнаты, и голова ее была на уровне его головы. Он схватил крещенскую воду и, кропя ведьму, стал произносить молитву, от которой она затряслась и закричала: «Не бей меня, владыка, не бей меня!» и исчезла. И понял он тогда, что дана ему власть изгонять даже таких сильных демонов. На другой день он мне рассказал об этом случае, и мне пришлось сказать правду о том, что я поцеловал этот крест. Как же он меня потом ругал. Но после этого случая державный владыка начал делать серьезные ошибки, из-за которых враг сильно ему мстил. Но он всегда говорил, и говорит до сих пор, что до последнего вздоха будет помогать людям, как бы им потом не было плохо, что если он перетерпит нападение бесов и не будет роптать, то им станет легче. И владыка терпел, из последних сил терпел. Иногда ему становилось так тяжело и невыносимо, что я просто удивлялась тому, как он это все переносит. Ведь бесы его и через окно пытались выкинуть, и били, и душили, и страхи нагоняли, а от людей страсти нападали, проявившиеся после отчиток над ними. Ведь страсть — это бесы, и, как говорил святой Серафим Саровский, что если бы Бог попустил, даже самый маленький бесенок одним мизинчиком мог бы землю перевернуть. И падения, которые попускал Господь, не были его виной, а происходили, еще раз повторю, из-за людей, над которыми он делал отчитки, особенно после родовых. Вот послушайте рассказ одной монахини из фильма «Соль земли» о старце Николае Рогозине. Ему даже запрещали их делать, боясь за него. А как батюшка перед отчиткой постился? Постился? Ну вот, по словам матушки, конечно, это сами мы не знаем, но до этого неделю, видимо, он очень мало только просворов кушал перед отчиткой.
И потом еще хочу сказать, что вот когда приезжали люди невенчанные, он их не причащал. Невенчанные, потому что, говорит, придешь и сразу будешь это самое. Ну, семья уже невенчанная, все. А некоторых он благословлял. Я не знаю, по какой причине. То ли очень просили, требовали или что. Но матушка говорила, хоть бы батю пожалели, ведь сейчас он месяц опять будет замаливать эти грехи. Вы, говорит, уедете свободно, что хотите, то и едите. А он месяц будет опять терзать себя. И мы поняли, что он вот за то, что причастит невенчанного, он сам берет на себя эти грехи и замаливает. А владыка-то разрешал батюшке отчитывать? Владыка, я забыла имя, кто ему запретил отчитывать. Владыка какой-то Николай? Владыка Никодим, что ли, я забыла уже как это. Ильяна? Забыла. Нет, не Ильяна. Он сказал, он ему запретил, потому что, говорит, я боюсь за тебя. Потому что бесы за такое дело на тебя нападут, и вдруг перед смертью такое на тебя искушение, что ты можешь не выдержать. Просто они же коварно будут тебе мстить за то, что ты их выгонял и отбирал у них силу. Он запретил. Но батюшка все равно иногда уж по своей жалости все равно некоторых отчитывать. А вот как позже сам владыка рассказывает о своем состоянии после отчиток. Зачитывает владыка Феогност. Как вы многие знаете, я делал отчитки над людьми, которые страждут от духов нечистых. Дело в том, что я мало говорил о том, как бесы мучают тех священников, что делают эти отчитки. Это ужасное состояние, где Бог намеренно оставляет того, кто эти отчитки делает, и на время отдает бесам. То есть ощущение страшное даже не передать. Бесы так сильно нас ненавидят, что и передать невозможно, а окружающие начинают неистово кидаться, злиться. А в сердце такое безнадежие, как будто никогда не закончится, ибо эти бесы так избивают сердце, все болезни накидываются до предела. Сколько возможно выдержать? Вокруг видишь сердцем столько много духов злобы поднебесной, и все, что ты создавал, делал, кажется, навсегда и бесповоротно разрушилось. В этот момент зовешь Бога, но его как будто и не было и больше не будет. А в сердце такой ужас лезет и разочарование, что не рад, что делал отчитки и бесов разозлил. На душе такая мука, уныние, ропот и безнадежие. Видишь только бесов, которые вот-вот разорвут тебя, и их точно никто не остановит. Все это и многое другое я испытывал каждый раз после отчитки, но самое первое оставление от Бога было ужасным до смерти. Почему первое страшное? Потому что не было опыта в надежде, что Бог обязательно придет и разгонит в один миг это. Казалось бы, бесконечное страдание, невыносимое страдание, в котором во многом разочаровался и так далее. Но затем приходит Бог и прогоняет эту тьму, а взамен такое сильное утешение, что забываешь, как было плохо, и жаждешь опять в духовный бой сорваться. Это оставление Божие многое показывает слабости в наших душах, показывает, как мы ничтожны без нашего Бога, показывает немощь нашу, приобретается реальное видение нашего положения. Человек приобретает трезвость, отпадает прелесть. Такой человек держится за Бога двумя руками. Появляется страх Божий, бежит от нас дерзость, ибо человек уже боится остаться без Бога. Открывается внутреннее зрение, видишь сердцем и Бога, и врага. На опыте распознаешь, как действует дух нечистый и как действует спасающая благодать. Появляется скромное мнение о себе, смирение, вернее начало смирения, и все это и многое другое. Допустим, что нельзя верить врагу, и чем это чревато, и так далее.
Весь этот многий опыт приходит в этой страшной духовной войне. Продолжая рассказ о владыке, хочется упомянуть и о даре прозорливости. В первой части уже говорила об этом, но приведу один из таких случаев поконкретней. Когда настало время покинуть этот мир его бабушке Вере, Господь возвестил ему об этом. Владыка позвонил своей тете и спросил: «Как бабушка?» «Да все хорошо, слава Богу». А через 2 дня ее не стало. Можно много рассказывать и дальше о помощи Божией через него. И про исцеление, и про дар прозорливости, и про дар распознания духов, да много о чем. Но остановлюсь, пожалуй, еще на одном случае, произошедшем со мной много лет назад. Как-то в один из вечеров владыка заговорил со мной о постриге меня в инокине, сказав, что еще год назад Господь возвестил ему, что у меня монашеский путь. Но сказать мне об этом не решался, потому что я была не готова на тот момент. Отказаться от ношения брюк, ходить в платке, не краситься. Но когда время пришло, заговорил об этом, сказав такие слова: «Ты можешь согласиться или отказаться, но прежде чем сделаешь выбор, послушай одну притчу. Дословно уже не помню, но примерно она звучит так. В аду одна душа мучилась в котле. Когда она выныривала из кипятка, бес палкой топил ее обратно. И вдруг бес увидел, что душа рассмеялась от радости и удивленно спросил: «Ты чего смеешься?» А душа радостно произнесла: «В нашем роду монах родился». Услышав эту притчу, не раздумывая, согласилась, и постриг состоялся в тот же вечер. Поздно ночью, ложась спать, вспомнила слова владыки, что если начнут темные силы нападать, призывай мученицу Нику Коринфскую, в честь которой тебя назвали. Только выключила свет, и вдруг почувствовал такой жуткий, леденящий страх, который передать невозможно. Кто испытывал такой страх, когда нечисть нападает, тот поймет меня. И я изо всех сил закричала про себя: «Мученица Ника, помоги!» И вдруг невидимая молния ударила рядом, и страх рассыпался, как бы на мелкие осколки, и исчез. Мне стало так легко и спокойно, так хорошо, и я уснула. А когда рассказала владыке про то, что произошло, он ответил так: «Вот видишь, как тебе Господь показал, что это не я называю и даю имена монашеские во время пострига, а сам Господь». А как он относится к святыне, словами не передать. Но немного расскажу все же об этом. Вставая после сна, подходил к иконочке, тихонечко помолившись, ставил рядышком 2 маленьких стаканчика для святой воды, один для крещенской, а другой с молебна. С благоговением, употребив кусочек просфорочки, запивал его крещенской водичкой. Если пальчиками брал просфорочку, то обязательно аккуратно ополаскивал водички с молебна, чтобы смыть даже самые мельчайшие микрочастички с пальцев, и затем ее выпивал. Низко-низко поклонившись, иногда со слезами на глазах, поблагодарит Бога за такую милость к нему, что разрешил употребить святыньку. Он всегда знал, когда ему позволяет Господь, а когда нет. Ведь у него живое общение с Богом. Если владыка пропускал хоть самый незначительный помысел, неугодный Богу, то за это следовал запрет. Так учил его Господь стоять на страже сердца и следить за помыслами. Ну а теперь послушайте небольшие отрывочки из наставлений владык и своих духовных чад. Может, и вам они немного пригодятся и помогут.
Святый, когда приходит и утешение подает, Он за меня заступается. Я много лет живу с Владыкой Христом живым, с живою Владычицей Богородицей, со Святой Троицей, которая живая, со святыми, которые живые, и с ангелами, которые живые. Только они за завесой другого мира живут. Их можно почувствовать в огне, когда огонь загорится в сердце. И приходит любовь к Богу неописуемая. И сердце плачет и рыдает. В этом огне Бог показывает тебе все, что хочет. Что такое рассудительность? Это есть познание добра и зла, невидимого. Как может человек распознать невидимое добро и зло? Посредством того, когда он начнет меньше внутри себя диалоги всякие вести и рассуждения, и научится не только языком молчать, устами, но еще и сердцем будет поменьше проговаривать мысленно какие-то рассуждения внутри себя. Такой человек будет приобретать все больше и больше тишину сердечную. В тишине сердечной, без волнения и шума, он сможет четко и ясно определять состоянием сердца духовного, кто к нему приближается. Если злое, у него будет волнение, тревога, такое вот состояние. А если доброе, будет такая радость, мир и спокойствие. Через сие мы можем распознавать лукавых людей. Мы часто просим Господа о помощи, но почему же наши просьбы и желания не всегда исполняются? Давайте послушаем. Именно тогда, когда мы чего-то очень хотим, или очень нужно, или прижало, или какая-то ситуация, и мы говорим: Господи, вот именно тут вот нужна Твоя помощь. Вот именно здесь Он и не появится. Понимаете, для чего? Почему так Господь часто делает? Только для того, чтобы мы, когда сердце у нас гордое, и мы чего-то очень хотим, вот там пучок своеволия находится, и мы так пытаемся у Господа просить чего-то, а потом обиды идут, и слово «почему», ну почему так, ну почему, Господи, это лезет из нас. И вот это слово «почему», оно нас разделяет от Бога и не дает нам полностью Богу доверять, уповать на Него и так далее. Поэтому христиане православные, запомните, Господь периодами человека ведет. Один период Он как бы немножко милости ему являет, вот, другой период Он как бы не слышит его. То есть для чего это делается? Для того, чтобы человек покорился воле Божией. Тебе очень хочется, но вот здесь именно покорись, где тебе очень хочется. Поэтому Господь попускает этих бесов, и они приходят, эту страсть «хочу», очень нужно, ну очень, Господи, нужно. Они начинают до такой степени распалять в сердце у людей, что если человек подумает, что его Бог не услышит, он сразу начинает унывать, печаль приходит. Тогда, когда наши желания не исполняются перед Богом, печаль, смертный грех приходит. Потом уныние, после уныния отчаяние. Вот. Поэтому хочется мне вам подсказать, братья мои дорогие сестры, чтобы вы понимали, что такое кормление, как Господь человека ведет, как нам где-то нужно поступать. И если вы научитесь эти периоды смиряться, то значит Господь так быстро вас по лестнице начнет поднимать. Понимаете? В тот момент, когда ваши желания не исполняются и происходит не то, что вы хотите, покоритесь воле Божьей, покоритесь ей, потому что Господь испытывает вас. Он вам все подаст, все, что нужно. Это для Него вообще не проблема. Проблема подавать человеку добро, когда у него сердце гордое. С каждым годом владыка становился все строже и строже, понимая, что за каждую душу своего духовного чада даст ответ перед Богом. Но не только в этом заключалась причина его строгости, а еще и в том, что стали сбываться пророчества на нем, о которых он даже не подозревал. И был очень удивлен настолько сильно, что несколько месяцев не мог в это поверить, узнав, кем он является на самом деле. Но об этом в следующем фильме о пророчествах, из которого вы поймете, почему так владыку ведет Господь всю его жизнь, и почему произошли ранние и последующие события, о которых уже было рассказано,
и предстоит еще рассказать в этом видео. Вокруг него всегда собирались люди, видя в нем человека, сильно любящего Господа и опытного духовника, получившего опыт из своей жизни, а не по книжечке прочитав. Люди приезжали отовсюду, и вокруг собралась общинка, сначала небольшая, но после выхода его в интернет с проповедями в 2019 году в дальнейшем образовалась обитель с названием Боголюбово. Приезжали разных духовного строения и, как правило, просили взять их в духовное чадо. И вот о чем он их предупреждал. Насчет того, что называться духовным чадом, лучше не называться, лучше им быть. Ну а быть духовным чадом у меня грешного, это означает, что я очень строгий. Я строгий, бывает очень строго разговариваю с людьми. Ведь моя главная задача исполнять волю Божию, поэтому я стараюсь не смотреть на какие-то дела человекоугоднические. И если Господь, будучи благ и бесстрастен, то как же Он может вам показать, что Он гневается на вас? Конечно, Он сердце духовника сжимает, и праведный гнев какой-то ложит ему на сердце, еще что-то, то есть, да, и вы уже должны смотреть на духовника, если он гневается, значит, Бог на нас гневается. Если вы желаете по такому узкому пути пойти, Он в Царствие Небесное ведет. Те люди, которые желают именно услышать от меня волю Божию и делом это показывают, и неважно, доброе я вам слово говорю или строгое, то здесь Господь вас проверит и начинает работать. Поэтому вы будьте аккуратны, дети Божии. Если вам тяжело, не спешите сразу отказываться от Господа или от духовников. Будьте аккуратны. Помоги Господи вам. С Богом. И вот те, кто хотел исправиться, прислушивались к его наставлениям и оставались, а кто не выдерживал брани на духовного отца, которую обязательно попускал Господь, или брани между людьми, находящимися в обители, тоже по попущению Божию, чтобы проявились страсти, таящиеся в человеке, обижались и уезжали, разнося потом хулу и клевету, которую подхватили некоторые блогеры, а затем и СМИ, используя эту ложь для своих клеветнических заказных репортажей по телевидению, придумывая номера статей, количество судимостей и лет проведения под стражей. Чем же стал неудобен владыка отдельным людям, которые подхватили клевету, используя телевидение, и распространили ложь о нем по всему интернет-пространству. С самых первых своих публичных проповедей владыка говорил о живом Христе, как его найти, о любви Господа к людям, как спастись во времена последние, в которые мы сейчас живем, обличал архиереев МП в отступлении от канонов православного учения. Сколько вылилось грязи на меня. Хочу вам сказать, дорогие друзья, вы думаете, что моя никчемная жизнь нужна, что ли, кому-то? А она никому не нужна. И все нападения, которые идут, они в основном идут на учение. То учение о живом Боге, которое я проповедую, все свои видео, все, которое есть, от начала и до сего дня. Многим православным христианам нравились проповеди владыки, их сердца становились восприимчивы к действительному положению вещей, к правде, которая была скрыта за официальной пропагандой. Люди начали обращаться к Богу, стали получать как духовную, так и реальную помощь. Они увидели в нем искреннюю любовь к Богу и настоящую заботу о них.
И Господь знает мое сердце, что я готов его положить за каждого человека, который Господа любит, прикрыть его своей спиной и сказать: Господи, если хочешь, забери мою душу. А этот брат или сестра пусть поживут еще, пусть покаются немножко. Так поживут, как ты хочешь, а не как они хотят. Всю жизнь я живу именно с этим помыслом. Только, Господи, дай мне силы, чтобы не было это по дерзости, по гордости, чтобы не получилось так, чтобы я думал, что я делаю что-то правильно, а в оконцовке сделал неугодное тебе. Я человек грешный. Ты сказал заповедь, что это добро, пострадать за ближнего своего. От этой заповеди любви к тебе я говорю об этом. Друзья мои, я знаю, что вас очень много, те, которые слышат это слово и понимают, что оно идет о Духе Святом. Потерпите. Господь заступится и обязательно поможет. Путь тернистый ко спасению, он под древних вязов тенью облечен креста несеньем этот след от страстей, что правят миром, всем и каждому по силам, а в конце пути Мессия, вечный свет. От страстей, что правят миром, всем и каждому по силам, а в конце пути Мессия, вечный свет. Недостойных, званых много, и до царского чертога все пустыннее дорога, день за днем. На себя лишь уповая, слугам царским не внимая, перед ними закрываем двери в дом. На себя лишь уповая, слугам царским не внимая, перед ними закрываем двери в дом. И тихий голос мне шепнул, чтоб я свой крест не сбросил с плеч, и ветер мне навстречу дул, чтоб от падения уберечь, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях себя менял, и рвали острые шипы одежды ветхие с меня, и камни резали стопы, чтоб я в скорбях себя менял, и рвали острые шипы одежды ветхие с меня.